Привет! Я знаю, что многие из вас сейчас думают, куда же можно спрятаться от этой пандемии и погреться на солнышке. Одно из открытых направлений в данный момент это Доминикана. Если уже не первый раз, но эта страна постоянно меня радует. Когда мы говорим про Доминикану, обычно мы говорим про два побережья. С одной стороны острова, это Атлантический океан, он мощный, там сильные волны. Но там есть минус, это небольшие водоросли, это побережье Пунта-Каны. С другой стороны острова, это Карибское море. Потрясающее, нежное, бирюзовое. Сюда можно приехать с детьми и отлично отдохнуть, но про это побережье почему-то очень мало обзоров. Сейчас я вам покажу, ради чего стоит ехать, чего стоит ожидать и чего не стоит ожидать. Погнали! Вот он пляж, вот ради чего стоило лететь эти 13 часов или даже кому-то больше, потому что, ребята, он потрясающий. Здесь очень белый песок, он обалденно лепится, он абсолютно не греется на солнце. И чистейшее Карибское море. Оно в этой части Доминиканы спокойное. Водичка прозрачная, вход очень плавный. Пляж реально, для меня идеальный. Я не знаю, как кому. Но в плане деток вообще идеально. То есть они заходят несколько метров мелко, потом уже глубже. Также вон вы видите темные такие темно-синие цвета на картинке. Это уже риф. То есть, в принципе, у гостиницы есть свой хаус-риф, и вы можете поснорклить, никуда не плавая, что, опять же, очень здорово, если есть детки, вы понимаете, что это такое. То есть, вы просто чуть-чуть отплываете и плаваете. Конечно, если сравнить с Мальдивами, это не такой яркий снорклинг, то есть, буквально там до 10-15 видов рыб цветных. Да, они красивые, они цветные, но их, допустим, не так много разных. Это именно возле гостиницы. Но этого все равно достаточно, потому что это близко, это удобно. И вот эта лазурная вода, она потрясающая. Это один из лучших пляжей Доминиканы. Это пляж Баиба. На этом побережье расположено всего несколько гостиниц. Я думаю, вы сможете найти их в интернете. Сегодня я расскажу вам про личный опыт моей гостиницы Доминикус Ля Романа. Доминикус Ля Романа. Приехав сюда, сразу нас пропустили через температурные рамки, выдали всем по дозе антисептика. Здесь прям установлены, когда приезжают туристы, очень серьезные меры. Все проходят этот температурный скрининг и всем дезинфицируют ручки после переезда. Также встречаются welcome drink. Вот мы уже подошли в лобби. Все сотрудники носят маски. Здесь проходит регистрация уже в номера. Здесь несколько магазинчиков. И бассейн, где вы можете сесть, насладиться welcome drink после долгого перелета. И зарегистрироваться. Сразу после лобби вы переноситесь в уютный бар. Здесь также можно выпить кофе. Очень приятная сеньорита всегда нальет вам чашечку вкусного эспрессо. Здесь стоит нормальная кофемашина. Вот опять же рекомендовано носить маски. Везде стоят антисептики. Меню по QR-кодам. Вот антисептик и нормальная кофемашина. Hola, señorita, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Excelente. Очень уютное лобби. И уносимся дальше. Это наша любимая команда аниматоров. Они постоянно делают так, чтобы нам не было скучно. Hola, ¿cómo estás? Hola. Это также девочки работают с детками на пляже. Hola. Our stars. Night show stars. Вот, значит, вот уже на самом деле территория отеля. Если у вас префери, то ресепшн будет проходить здесь. У них отдельный вход, отдельный ресепшн, и у них отдельный ресторан, отдельная зона на пляже. В общем, для того, чтобы было еще более уединенно, так все построено. Это центральная аллея. Я буду рассказывать вам свой личный опыт,
У меня был обычный номер без префереда, и я, собственно, получила такой самый стандартный, можно сказать, experience, но я очень им довольна, поэтому хочу с вами поделиться. То, что будет в префереде, покажу отдельно, но я думаю, что чуть позже. Это центральная аллея отеля. Мы заходим сюда и сразу видим бассейн. Бассейнов вообще в отеле очень много, хочу сказать. Очень много номеров, даже стандартных, которые выходят вот с видом либо на парк, либо на бассейн. То есть вся гостиница сделана проходом к морю по длинной аллее, и вокруг нее расположены номера. Бассейны на любой вкус. Этот бассейн, если не ошибаюсь, называется Транкило. Здесь более спокойно отдыхают люди, в основном европейцы, американцы. Они любители бассейнов. Мы подходим к первому бару Барракуда. Здесь, я подразумеваю, можно выпить коктейльчик уже с утра. Да, хочу сказать, что я сейчас снимаю утро, но не раннее утро, 9 часов, я думаю. И людей, в принципе, немного. Но не сказать, что их нет. Просто их немного, и такая, можно сказать, идеальная заполненность. Когда люди вроде как есть, но они абсолютно не напрягают. Вообще, в целом, этот отель, я бы не сказала, что слишком тусовый, но здесь есть анимация, но она такая более спокойная. То есть все сделано, чтобы вы могли именно расслабиться. На территории отеля красивые цветы, растения, всякие прикольные декорации. Очень много таких зон релакса. Вот джакузи, здесь теплая вода, можно даже вечером отдохнуть. Это все, опять же, общие зоны, стандартные, хочу подчеркнуть. То есть ничего не надо доплачивать. Вообще, интересно очень сделана, в принципе, система, все включено в Доминикане в целом. Я уже здесь не первый раз, и могу сказать, что она такая самая ненапряжная, если можно сравнить с Египтом, с Турцией, вообще с другими местами, где эта система тоже присутствует, потому что здесь, в принципе, включено реально все. То есть и кофе, и любые напитки, и алкоголь. И у них стандартный алкоголь, который включен, он вполне себе достойного качества. То есть вы просто платите одну сумму и отдыхаете все время, и вообще не переживаете по поводу денег. Это тоже, на самом деле, с одной стороны мелочь, но очень приятно. То есть вы приезжаете, вы максимально расслабляете, вы смотрите там на фонтанчики, на море, слушаете птичек, идете, делаете, что хотите. То есть на территории отеля очень много разных активностей для разных возрастных групп. Есть детский kids-клаб, есть разные там уроки испанского, сальсы, волейбол, там, ну, очень много всего. Вот это все, мы идем по центральной аллее. Хочу заметить, с самого начала мы идем, вот 4 минуты, я уже практически пришла на пляж. То есть, в принципе, отель, он небольшой, он такой более камерный. И где бы у вас ни находился номер, вы пешком очень быстро дойдете до пляжа. Вот это номера, которые выходят с бассейном. У них один бассейн на несколько номеров. Это уже дополнительные улучшенные номера. Вот у них получается несколько номеров и один бассейн. Все постройки невысокие, то есть 3 этажа, выше, в принципе, наверное, и нету. Это тоже добавляет такую некоторую country style. Ты выходишь, расслабляешься. Ну, очень интересно. Вот, мы посмотрим точное время. Для тех, кто не хочет даже включать телефон, я вообще первые дни все выключила. Просто наслаждалась. Прихожу на табло, смотрю, вот 9:12, тут обычно еще расписание daily activities, что сегодня будет, где кушать и так далее. Вот, что поменялось с точки зрения ковида. На территории отеля, вот как я уже сказала, все включено, то есть у них реально
несколько баров и несколько ресторанов. Рестораны в основном расположены все вот в этой постройке. То мы приходим к центральному бассейну. Тут, правда, еще есть кофейня, еще одна, уже непосредственно на пляже, со всякими десертами, бургерами. Сейчас будет ставочка. Вот, это центральный бассейн. Так вот, касательно ресторанов. Ну, у них есть стандартный ресторан, буфет World Cafe, где проходит завтрак, обед и иногда ужин. Также у них рестораны а-ля карты. То есть их доминиканская система, она сделана так, что вы можете предварительно бронировать или даже иногда не бронировать и в порядке живой очереди приходить в разные рестораны. То есть вот у них есть японский ресторан, итальянский, французский, мексиканский, если не ошибаюсь. И вообще-то их было несколько. Но во время пандемии у них нет такой заполненности, поэтому они каждый вечер открывают либо один ресторан, где ты по меню выбираешь, что ты будешь кушать, либо они выбирают один ресторан плюс основной буфет. Это очень интересный тоже экспириенс, потому что, ну, я уже не первый раз в Доминикане, но для тех, кто первый раз, все тоже удивляются, как включены основные рестораны тоже в стоимость. То есть вы просто приходите, заказываете, что вы будете пить, что вы будете кушать, все по меню и наслаждаетесь, не думая ни о чем. Вот, это дальше идет бассейн для взрослых. Вот основной ресторан World Cafe. Покажу вам, что было на завтрак. Обычно, я думаю, тут еще всего гораздо больше, но даже сейчас выбор очень большой. Это главный бар на пляже. Вот у них тут коктейльное меню. Hola, hola. Good morning. Вот есть меню коктейльное, но я думаю, они тут могут делать все что угодно. Вот. Также это продолжение бассейна. Вообще бассейнов невероятно много, я даже не знаю сколько. Я просто не любитель бассейнов, но я думаю, что вот люди из Америки в основном предпочитают отдыхать в бассейне. Но для нас, конечно, для наших туристов я покажу, ради чего лететь эти 13 часов и кайфовать на Карибском море. Потому что мы с вами, друзья, приходим на пляж. Здесь также каждый день проходит различная анимация. Либо зумба, танцы. Здесь играют в волейбол. Вот там дальше зонтики Preferred Club. Мы сейчас к ним подойдем попозже. А здесь центральный вход на обычный пляж. Стандартный, можно так сказать. Что удивительно, что в Префереде сейчас больше людей, чем на самом деле у нас тут по стандартной программе. Всегда есть место, где бросить зонтик, бросить полотенце. Особенно даже на первой линии. Никто не оставляет полотенце и уходит, как это часто на различных курортах. Здесь просто можно наслаждаться. Вот буквально, даже сейчас есть он свободный. Вот команда анимации. Уже всех зовет. И вот это пляж. Сейчас опять же одна тучка зашла, поэтому не видно бирюзовой воды. Я сделала ставочку. Но пляж реально пустой. Ну то есть лежаков полно, и так каждое утро. Здесь также бич-бар, где можно перекусить в обед, когда это время между обедом и ужином, и вы очень проголодались, можно прийти поесть там бургер, пицца, салаты. У них все настоящее, они там все жарят на гриле и в печи, то есть все достаточно вкусно. Hola, hola. ¿Cómo estás? Excelente. Muy bien. Best chef ever. Вот это лежаки уже Preferred Club.
У них отдельный свой пляж, вот, и зонтики. То есть вы можете отдохнуть и так, и так. Водичка теплая. Вода здесь, я не знаю, 25-26 градусов, но она реально очень теплая. То есть температура воздуха где-то 30, и вода 25-26. То есть купание целый день и постоянно. Вот уже солнышко выходит. Сейчас покажу вам цвет. Вот, буквально лучи солнца, меняется цвет песка, цвет воды. Он потрясающий, друзья. И несколько советов вам, как хорошо отдохнуть в Доминикане. Так как мы находимся на побережье Баиибы, с этой стороны острова все очень неторопливо. Это атмосфера полного релакса. Здесь нет больших городов, это небольшой городочек, рядом находится Ля Романа. Поэтому все обслуживание здесь, весь сервис, он такой немножко неторопливый. Все немножко на релаксе, транкило, успокойтесь, наслаждайтесь, кайфуйте. Но они обязательно вас окружат заботой и принесут все, что вы хотите. Просто нужно немножко подождать. Поэтому это все дает вам возможность максимально расслабиться и просто прочувствовать эту атмосферу. Ну, а пока вы там сидите, я думаю, что вы выберете лучший отель, а я пойду пока покупаюсь. Все, всем пока.